Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, у которых миссия сэкономить вам средства. И сейчас вы видите, каким образом я пытаюсь снимать на Xiaomi Poco M6 Pro. Лифт всегда начинаю отсюда, иногда, правда, исключения какие-то, но самое главное для вас что сейчас будет обзор быстрым кадром, быстрый обзор одним кадром. Это значит, что в течение где-то 10 минут я буду в основном рассказывать вам про свои эмоции, про цену этого смартфона и какие-то его отдельные характеристики. Почему отдельные? Потому что если брать общую картину, то чего хотите от смартфона, который стоит $150. Понятно, что это во время распродаж, но опять же у нас была распродажа 2 недели назад, он стоил 150, потом 2 недели стоил 200, потом опять была распродажа, и сейчас вроде бы с 1 февраля снова будет распродажа. Это, конечно, не факт, и это не особо плохо, не особо хорошо, но что есть, как говорится, то есть, что имеем. И поэтому будем танцевать от стоимости $150. До этого я гонял смартфон под неймингом Poco X6 и Poco X6 Pro. Это у нас 3 новиночки. Все, я закрываю, считайте, полностью цикл обзоров про эти 3 смартфона. Почему? Потому что технически все, у них новинок пока не будет. Будет F6 и F6 Pro. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Как раз в скидках и был этот Poco X6. Кто-то успел за 19 тысяч купить. За 24 был Poco X6 Pro. Это самый низкий ценник за последние 2 недели я видел. И M6 15 тысяч 20 рублей. Но если курс еще спустится у доллара, вполне возможно будет еще ниже. И не забудьте, разумеется, подписаться на основной канал Польза.нет. Там уже есть полноценный обзор этого девайса. Плюс самое последнее — это Польза.нет стримы. Польза стримы называется канал. Там я этот смартфон гонял. И я вам скажу, что он показал себя очень даже неплохо. Понятно, что в Genshin Impact на минималках вы поиграете, и недолго, минут 10, потом все начнет совсем, все будет очень печально. Понятно, что в PUBG New State вы 90 FPS не увидите, но в целом играть можно, пусть даже с какими-то подлагиваниями, проблемами с сенсором. И, разумеется, с самого начала я бы хотел сказать, что, во-первых, вы видите 1080p 60 FPS, его основной модуль. И то, что если бы я выбирал между iQOO Z8S, допустим, который всегда стоит 14 с копейками с IPS-экраном, и между этим смартфоном и им, я бы выбрал iQOO. Но iQOO у нас не все бенды, и с агрегацией частот беда. Да, их не блокируют, так что, чтобы мне не говорили, что я не предлагал альтернатив никаких. Разумеется, можно всякие Tecno и Infinix вспомнить, там Spark и все остальное, но мы не будем этого делать. Почему? Потому что я все-таки советую приобретать бренды первого эшелона. Есть и у Honor хорошие модельки, и у Redmi у тех же старенькие и новенькие, чего только нет. Почему я их вспоминаю? Потому что процессор здесь Helio G99 Ultra, и может быть сейчас на старте он хороший, скажут, его еще допилят, а мне вот кажется, что он как раз загнется со временем и с поддержкой тоже. Во всяком случае, по моему опыту, с Helio все всегда плохо. Это первый момент. И второй момент, он выбивает 400 с лишним тысяч баллов в Antutu, а в 2024 году это уже мало. Это прям уже мало для комфортного использования смартфона. У вас всегда будут подвисания, еще что-то. Да, это не ультра бюджет там с 3 сотнями тысяч баллов, каким-нибудь там A2+ или еще что-то. Да, здесь вроде бы и память не совсем мрачно медленная, и Type-C-шник у нас, и никакой каплевидного выреза нет. И если брать экран, то в обычной яркости 800 люксов он просто шикарен. То есть здесь нереально шикарный экран для этой стоимости смартфона. Если говорить про всякие подбородки, их практически нет. Фронталка, дырочка минимальная. Вот сейчас мы смотрим на увеличение X6 на модуль. Разумеется, здесь мега бюджетные камеры, но это все не важно. Внешне он выглядит неплохо. Важно то, что, как правильно говорят, докидываешь 5000 рублей и получаешь абсолютного другого класса устройства. Это конкретно Poco X6. Но здесь барабанная дробь. Эти 5000, я каждый раз напоминаю, те, кто смотрит все ролики, их, наверное, уже достала моя ассоциация, что вы покупаете квартиру за 3 миллиона или машину за 3, или за 4. Уже ощущение такое, вау. И вот это то же самое со смартфонами. 33% стоимости — это прям очень много, при том, что это разного класса устройства. Другой вопрос, нужно ли покупать этот
именно этот девайс, если можно там за 1012 приобрести что-то более выгодно, особенно, говорю, третий эшелон, который может идти с лучшим процессором, дешевле, с лучшей камерой. И ладно, вы его не особо продадите, но вы и Poco M6 Pro не особо продадите. Если Poco X6 вы еще без проблем он уйдет, то все эти бюджетники, там C67, вот эти Realme и все остальное, они же очень тяжело уходят. Потому что люди не любят бюджетники, а если они покупают бюджетники БУ, то они покупают их чуть ли не в 2 раза дешевле все время. Это с флагманами ты можешь плюс-минус в те же деньги выйти. К слову, я сегодня тестировал для вас и для себя до конца уже Oppo Find X7 Ultra, и обзор уже будет на канале завтра. Вчера мы гоняли его в, получается, Польза.нет стримы, играли в PUBG, играли в PUBG New State, и все было вроде бы отлично, но сегодня он у меня начал глючить. Я в свою личную телегу скидывал, подписывайтесь и на мою личную телегу, будете в результате знать результаты тестов до обзоров. Что у нас с Poco? Вот смотрите, сейчас более-менее приятное место, мне солнце бьет в лицо, тенек, и он неплохо таки снимает, правда? M6 Pro. Так что мы всегда упираемся в процессор. Разумеется, здесь все бенды, разумеется, у нас здесь Google сервисы. Если вы не активируете быструю зарядку, он будет у вас заряжаться почти 2 часа. Если активируете быструю зарядку в настройках, то будет заряжаться час. В отличие от Poco X6 Pro, смартфон при увеличении окружающей яркости, в автояркости, яркость увеличивает и довольно долго держит. То есть у него оптимизация намного лучше. По поводу датчика приближения здесь вообще интересная история. На стриме он у меня глючил, когда мы гоняли его в Польза.нет стриме. А в обзоре он у меня уже не глючил. То есть когда я запиливал выход на обзор, я не специально делал, что вот он работает. Он реально у меня отрабатывал. И это магия электронов. Но кто у меня вообще не отрабатывал, это Poco X6 Pro. Хотя у других обзорщиков не отрабатывал Poco M6 Pro и отрабатывал Poco X6. То есть такая вот матрица. Что у нас еще интересного про этот смартфон? Что он бюджетный, что у него нет, разумеется, телевика никакого. Одна затычка фактически. Фронталка мракобесная. Основной модуль вы уже видели. Если вы досмотрели до этого момента, это очень круто. Для чего я, в принципе, делаю все эти обзоры? Для того, чтобы вы имели возможность посмотреть на работу основных модулей камеры и, по большому счету, сделали выбор. Если вам необходимы, допустим, те же микрофоны у устройства и недостаточно просто положиться на то, что все будет хорошо. Кстати, здесь еще помимо этого, разумеется, есть NFC модуль. Они поддерживают эти смартфоны только 4G. Не путайте Poco M6 Pro версии 5G. Они для Индии идут на Snapdragon 685. Ну, может, я ошибаюсь по поводу модели Snapdragon, но точно на Snap. А этот идет, получается, на MTK-шном процессоре. Если говорить про еще особенности, у них есть поддержка 5G, но она ни для кого не актуальна в основном. Поэтому то, что здесь есть 4G, все бенды и агрегация частот, которая необходима для использования на территории Российской Федерации, в принципе, этого более чем достаточно. Выглядит он неплохо. У меня сборка нормальная, у меня ни под какими углами у него ничего не мелькало. 120 Гц экрана, и говорю, самое сильное у него это экран. Еще к минусам, это Always On Display, он здесь 10 секунд обрезанный. Ну, единственное, что вас должно радовать, в их даже верхней части этой линейки, которую они презентовали в Poco X6 Pro, у них тоже AOT благополучным образом 10-секундный. По поводу датчиков приближения сказал, по поводу защиты от влаги, она здесь номинальная, считайте, ее нет. Если брать лоток для симки, обычно мы имеем в бюджетниках, это 2 симки и карта памяти, здесь мы имеем гибридный лоток, то есть 2 симки и либо 1 симка, 1 карта памяти. Вот такая вот беда, я бы сказал. По еще каким-то особенностям. Меня радует, что здесь не капля, меня радует Type-C-шник и меня радует, в принципе, ценник. Я считаю, что этот смартфон своих денег стоит. Приобретать его я, разумеется, не рекомендую, потому что у меня другие в фаворе, но это как, опять же, вкусовщина. Как блогер, я считаю, что смартфон однозначно может быть куплен кем-то, и он точно не умрет послезавтра. Но Helio хорошим словом не назовут. В общем, процессор мне не нравится. Может быть, кому-то нравится, и кто-то видел удачные его варианты. Видели автофокус, как отработал.
Не забудьте подписаться на канал с колоколом, писать в комментах, делать ли на бюджетнике подобные обзоры. Я понимаю, что это довольно странная тема, и от них многого хотеть не хочется. Но с другой стороны, вы зато имеете возможность выбрать для себя, какой из этих бюджетников будет лучше снимать. И по мне, такая информация тоже кому-то полезна, иначе бы не было просмотров, правильно? 64 мегапикселя, фотки делаются неплохие, видео, конечно, атас, но вы и сами все видите. Если говорить о еще чем-то, приходите завтра смотреть обзор на Oppo Find X7 Ultra и заодно приходите на прожарку Nubia Z60 Ultra, будет на прожарке у меня завтра. Все, девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.